Слушай, я понимаю, что мне надо на солнце, но без очков никуда. Люди, наверное, не поверят, что я в Питере и солнце. Ладно, поехали. Всем привет! Меня зовут Андрей Мельников, и сегодня я предлагаю вашему вниманию наш еще один небольшой проект. Итак, мы в пригороде Санкт-Петербурга, город в 5 километрах, Финский в 1,5 километрах, сосны, лес и прекрасный чистый воздух. Вот здесь, кстати, появляется ссылочка, где мы недавно рассказывали, что такое чистый воздух. Рекомендую к просмотру. Мы встретились с заказчиком первый раз полгода назад. Задачей встречи было понять, можно ли вообще здесь что-то разместить из дубль-дома. И какой размер дома здесь подойдет, потому что здесь сосны, здесь узкая СНТ, повороты в СНТ под 90 градусов и узкая дорога. То есть не факт вообще, что грузовик может повернуть. Результат этой встречи такой, что повернуть можно, смонтировать можно, расположили дом и простились с заказчиком на 4 месяца. Он готовится к покупке участка, мы делать другие проекты. Созвонились мы 2 месяца назад, определили фронт работ, что нужно убрать старый дом, убрать старый забор, сделать фундамент под террасу, подвести коммуникации, сделать немножко ландшафтных работ, новый забор, въезд в другом месте. В общем, фронт работ определен, и 2 месяца назад, в снежный март, мы вышли в свой первый рабочий день. Так, я готов. Снимешь, как я перелажу? Первый день наступил. Мы приехали на участок, первозданный. Мы его еще не касались пальцем. Даже калитку не открывали, она не открывается. Пришлось перелазить. И вот он, наш красавчик, дачный домик, который должен превратиться в современный, красивый, модульный дом. Послужил этот домик верой и правдой. Задачи перед нами стоят такие. Снести вот этот синий красавчик, который нам, к слову сказать, безумно жаль. Убрать от него фундамент, аккуратно отключить электричество, убрать. И на его место, примерно в это же место, поставить дубль-дом 77. Он будет стоять почти так же, как и старый дом. И сюда будет терраса глубиной 3 метра. Есть с ней сложности, что здесь есть деревья, которые могут мешать установке террасы. В том числе и фундамент, который может попасть в корни и повредить эти деревья, и они могут умереть. А самое главное, надо сделать, чтобы терраса была используемой, а не номинальной. А значит, скорее всего, придется подрезать нижние ветки. Тогда все будет хорошо. В общем, разрешение на снос получено. Приступаем. Приступаем к ликвидации объекта. Да, такой домик грех и ломать. Не домик, а сказка. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. Давай, папаш! А, это туалетик. Просто туалетик. Причем это даже не просто туалетик или не септик, который копит массы и потом их как-то фильтрует. Нет, это просто сборщик нечистот. Такое вообще нельзя ставить. По крайней мере, по современным нормам. Пойдем? Здесь точно нужна грустная музыка. Странное ощущение, когда заходишь в чужой дом и трогаешь какие-то вещи, которые когда-то кому-то нельзя было брать, только по праздникам. Классный сервис. Но это все скоро станет историей. Каждое окно у нас закрыто, есть железная решетка и есть еще ставни на замке. И вот это все, это ключи от всех окон, от всех ставень. Вот так раньше закрывали дома в конце сезона, чтобы приехать потом через полгода. Это пушка и открывашка для вина.
Саратовская обойно-картонная фабрика. Обои. Союз целлюлоза. Цена 1 рубль. Год я только не могу понять. Окно в туалете, оно милое очень. И паук еще прям на этом свету. Видали его будет? Дом сейчас разберут и на Пухто увезут все это на полигоны. И чтобы не транспортировать снег, сейчас с крыши важно вот это все лишнюю массу и объем убрать. Поэтому трактор сейчас чистит сначала крышу перед сносом дома. Наверняка все самое нужное из дома уже забрали. Остались только вещи, которые больше не нужны. Старый сервиз, который когда-то был праздничным. Рулон обоев, которые в 80-х оставили здесь и надеялись когда-то использовать, подклеить где-то или что. Замок на металлической решетке завернули в носок, чтобы он не промерзал, и когда наступает май, чтобы без проблем можно было прийти, открыть и начать им пользоваться в ближайшие полгода. То есть все здесь сделано с заботой. Этот же сервиз, прекрасная печь, окна, ставни. Этот прекрасный дом нам предстоит отправить в последний путь. И хочется сказать этому домику, что мы будем с ним аккуратны и с большим уважением сносить. Таким образом, участок у нас очищен, и мы в следующие 2 дня делаем фундамент. На фундамент мы пригласили наших старых друзей Steelforce, Сергея Ивановича и компанию. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Обычно всегда после сноса дома в грунте остается всякий строительный мусор. Вот мы видим всякие кирпичи, какие-то блоки, большие камни. И в месте, где нам сейчас нужно закрутить сваю, у нас оказался большой блок. Его сейчас будем ломать. За 2 дня домик аккуратненько разобрали и увезли в Пухто. Эти Пухто едут на определенную территорию, там мусор сортируется, металл на утилизацию, пластик, дерево на утилизацию, а несортируемый мусор уже на полигон. Его там совсем немного. Значит, домик разобрали и утилизировали вполне себе экологично. Ну а сегодня у нас готовая площадка, мы знаем, как будет расположен дом, поэтому начинаем фундамент. С помощью коптера еще сверху посмотрели, что расположение правильное, потому что вокруг сугробы и отметиться от границы очень сложно. Тем более, что границы между участками физической нету. То есть это просто сугробы снега и соседский дом. А где эта граница, неизвестно. Но визуально по коптеру посмотрели, что все ок, и так оставляем. Arrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. People like sheep move feet, hurt it easy. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. Только проводящую пасту на резьбу. На самом деле на наконечник типа смысла не очень много, но на соединениях штырях обязательно, чтобы контакт был хороший. Первый штырь мы закручиваем наконечник, а до этого здесь вкапывается небольшой колодец. Остается он там сантиметров 15. В будущем, когда заземление там сделается, оно просто закроется. И все, и аккуратно под дом это будет эстетично выглядеть. Пошел первый штырь. Обычно их 4 по 1,5 метра. Просто надо все равно пальчик кому-то заморать. И пошла первая муфта. Этот убирай. Убирай.
Закрутить надо, чтобы труба уперлась в трубу, чтобы не держалась на резьбе. Это же биток. Биток. У строителей свой биток, ребята. Не как на бирже. Почему-то нет цепи. Миша, измерение заземления это 4П, да? Да как нет цепи-то, господи. А, вот почему нет цепи, господи. 96 Ом. Сейчас показывает у нас прибор из 20 основное заземление, 96 Ом. То есть, казалось бы, это много. В реальности нам говорят, что заземление должно быть там не больше 30 Ом. У нас 90, как будто это превышение нормы. Да, это превышение, но у нас высокоомный грунт, а значит применяется, согласно ПУЭ, коэффициент коррекции 4. Значит, мы нормально будем считать заземление до 120 Ом. У нас 96, класс. Заземление готовое, будет работать. Токопроводящая паста и гидроизоляция упаковывается в коробочку. Ребята вот здесь это все помажут и подключат, когда будут подключать дом к заземлению. Поэтому эта крышка – это финальный штришок в готовности фундамента. В принципе, этот фундамент можно уже назвать совершенством, потому что он не меняется уже несколько лет. Но все равно небольшие изменения, они постоянно добавляются в качестве улучшений. То есть здесь немножко сместились оси, и получился, всю ось сместили, и она начала закрывать воды коммуникации. Поэтому один двутавр, он остался на старом месте и выглядит как будто смещенный. И вот в такой конфигурации в воду в дом, электричество, воды ничего не мешает. Также добавилась новая еще одна пластина, еще один упор, еще одна плоскость упора для центральной части дома. Это облегчает монтаж. 2 дня потребовалось, чтобы сделать этого красавчика. Хорошее соединение двутавров, нужное количество отверстий, выставить пластины и сделать заземление с нужными показателями. Поэтому этот этап работ успешно завершен. Фундамент под дом готов. Сам каштан 77 стоит готовый на складе в Санкт-Петербурге. Пригоняем 3 трала, грузимся и едем на монтаж. Наступил день монтажа. Первый трал приехал, и мы уже взяли первый модуль. И сейчас его повезем на фундамент. Уже 4-й модуль потихоньку приезжает. Поехали за последним тралом. Сейчас все сюда завезем, и уже ребята будут выставлять это все на фундамент в нужном порядке. Вон та дверь, как есть картинка, где у Якубовича разорвана футболка прямо на соске. И она так оторвана, как у нас. Что сейчас думает Google обо мне? Я гуглю 2 слова: Якубович сосок. Не ловит? Сейчас поднимаем первый модуль, он самый тяжелый, и кран стоит не совсем удобный, непонятно, дотянется ли он, чтобы поставить так далеко от себя. Плюс еще мешает сосна, очень хочется ее сохранить и минимально повредить ветки. Ребята модуль поставили чуть-чуть подальше и не до конца на свое место, чтобы было место открыть, убрать тент и потом уже подвинуть на его место, где он уже должен стоять окончательно.
важный нюанс заметит внимательный зритель, что мы сделали фундамент только под дом, не под террасу. И без коммуникации сразу привезли дом. Да, ребята, на дворе март. Здесь куча леса, сосны высокие, и здесь теневая зона. То есть здесь горы снега еще до начала мая. То есть, а в марте, собственно, когда монтаж дома, здесь снега огромное количество. А значит, невозможно сделать коммуникации. То есть земля промерзла, и здесь целая гора снега. На видео это видно. Поэтому дом пока делается без коммуникаций. Также дом делается без террас, которые вокруг этого дома, задний и передний. Почему? Потому что кран должен подъехать в упор к дому, чтобы дотянуться до дальнего тяжелого модуля, а эта терраса будет мешать. Поэтому фундамент тоже делали в два этапа. Сначала сделали под дом, смонтировали дом, а дальше все остальное. И террасы, и фундамент под террасы, и коммуникации. Как только дом начал монтироваться, сразу сделали фундамент под террасы и занялись электричеством. Пригласили местного электрика, который спустил нам на столбе щиток. Раньше к старому синему дому подходил стандартным гусаком на стену дома. Но нам-то это не подходит. Нам нужно, чтобы на столбе был щиток, и от этого щитка под землей шел кабель, который потом войдет в дом, чтобы было все эстетично. По электричеству понятно. Дальше у нас локальное очистное сооружение, которое мы расположили в углу участка. Это оказалось самым выгодным расположением, в том числе и по обслуживанию, потому что дорога рядом, если что, и лосос не придется доставать ему дополнительный шланг, стандартного хватит. Остался открытый вопрос по воде. Здесь колодец, которым пользовался еще старый дом. И этот колодец уже заилился, и его нужно углублять и чистить. И мы пригласили старого подрядчика, который, собственно, делал этот колодец. То есть, ребята, не стесняйтесь приглашать местных специалистов, потому что они знают здесь инфраструктуру. Что электрик, он точно местный, он знает, как эти провода идут, знает, где брать разрешение и так далее. И также по воде. Точно лучше пригласить парня, который делал этот колодец, чтобы он его углубил, очистил и сделал там подключение. Но парень немножко приболел, и поэтому мы ждем его еще. Колодец еще не сделан. Пока колодец еще не сделан, не почищен и не углублен, дом подключен по временной схеме с помощью кубика воды и насоса. Фундамент под террасой мы сделали сразу после монтажа дома. Заказчик своими силами сделал террасу и лестницу, обратившись к дубльдому для покупки оригинальной краски, чтобы цвета были одинаковыми. Дом-то привозится он готовый, монтажники только делают стыки, немного ставят двери, то есть по сути стройки нет. И у заказчика освобождается время заняться мебелью, потому что, допустим, мы заранее знаем, что сдача дома будет там, через 10 дней. Значит, можно подгадать, чтобы через 10 дней нам привезли кухню, мебель, что, собственно, заказчик и сделал. И через 3 дня здесь уже будет вся мебель не в пленке, а полностью готовые интерьеры. Основные этапы работы позади. Мы подготовили участок, смонтировали все фундаменты, привезли, смонтировали дом. Дальше были сделаны приятные мелочи. Это перенести въезд на участок, сделать забор, подсыпать парковку. Ведь 2 месяца назад здесь стоял еще старый синий дом, а теперь современный, комфортный, модульный дом. Сейчас дубль-дом — это товар на складе. Ты просто пришел и купил по понятной, не меняющейся цене себе дом. И через месяц уже пьешь кофе в своей новой гостиной. Ну а сейчас проект завершен. В ближайшие 50 лет этот дом будет писать уже свою историю и передаст будущим потомкам атмосферу сегодняшнего дня. С вами был Андрей Мельников. Ставьте лайки, если контент был годный. Подписывайтесь. А у нас в Питере солнышко. До встречи.